Приветули, мирабашечки. Привет. Снова рады вас приветствовать на канале Лена Ваня. Это такое спонтанное видео у нас с очень актуальной темой. Медицина для иностранцев. Что делать, если вдруг вы находитесь в Турции, в частности в Мерсине, и вам срочно понадобилась какая-то медицинская помощь. У нас был запрос, мы хотели сделать УЗИ Вани, проверить холестерин, холестериновые бляшки. И с этого все началось. Сейчас мы сидим в поликлинике Форум Хастанеси, так, кажется, называется. Прям рядом с форумом, да, по Д400 практически. Мы хотим сделать небольшое обследование. Небольшое обследование УЗИ. Мы созвонились у нас было несколько телефонных номеров переводчиков именно медицинских. И вот нам посоветовали обратиться сюда. Нам вызвали русскоязычного переводчика. Здесь есть, очень удобно. Мы записались пока на УЗИ нужное нам. Сразу нам позвали здесь, как зашли, русскоязычного переводчика. Здравствуйте, мы с вами здоровались. Здравствуйте. Анастасия. Вот мы оплатили за нашу процедуру сразу все. А вообще несколько вопросов, там наш случай, это не важно. А для таких же приезжих, как мы, да, то есть сюда может обратиться любой, у кого есть икомет? Совершенно верно. Кроме икомет, у кого есть заграничный паспорт. То есть любой иностранец может сюда прийти? Совершенно верно. Цены у нас относительно бюджетные, относительно других частных клиник. Это мы уже, да, уже видно было. Да, Там мы до этого поузнавали. И то есть здесь всегда вот есть, если русскоязычный, это вы переводчик, и вас зовут, и вы уже помогаете со всеми. Да. Также мой номер телефона фигурирует везде, в чатах, в каналах. Можете непосредственно мне сразу написать, я сделаю вам, организую рандеву, запись к врачу или же на диагностику. Ага. Обычно надо вообще заранее записывать, лучше так, да? Угу. Это Так. для вашего же комфорта, для комфорта пациента. Нужно сориентировать в среднем консультация врача, да, если записывать, сколько в среднем стоит? Большинство специалистов, которые работают в нашей клинике, стоимость приема 3360 лир. Это чистая стоимость. Плюс, если у вас имеется какая-либо страховая компания, страховка, которую вы оформляли для ВНЖ, или же это государственное страхование, соответственно, ценник будет ниже. Конечно, с частными страховыми компаниями дела обстоят несколько сложнее, чем с государственной страховой компанией СГК, что мы привыкли называть. Да. Надо очень детально изучать пакет услуг, которые вы приобретаете. Зачастую все лежит на поверхности и все написано. Какой период ожидания, почему вы не можете пока обратиться к врачу, вернее, вы можете, но сделать это только частным образом. Почему страховка отказывает открывать ту или иную диагностику или же прием врача. Все есть в пакете услуг. Ага, то есть это для тех, кто, допустим, сейчас оформляет ВНЖ, нужно внимательно относиться к страховке медицинской, которую ты покупаешь. Совершенно верно, читайте. Да. В принципе, грамотный консультант, который занимается продажей таких страховых компаний, страховых пакетов, конечно, может помочь объяснить. Вы же знаете, что обычно мы выбираем самые дешевые. Совершенно верно. И вот интересно, вот эти самые дешевые страховки, они хоть что-то покрывают или в принципе у них тоже? Есть лимит, у них есть лимит, вы можете также его наблюдать на первой странице. 5 тысяч сейчас уже увеличен до 15 тысяч лир. В связи с этим лимитом страховая компания будет работать. То есть если бы мы сейчас приехали не спонтанно, а взяли бы с собой наши медицинские страховки, возможно, нам бы что-то покрывалось из наших страховок? Возможно. Ну да, если это входит в ваш пакет услуг. Конечно, такие заболевания хронического типа или беременность, или онкология зачастую, подчеркну это слово, ничего не входит в такие пакеты минимального типа, так назовем. Но в целом, если вы действительно заболели, если это инфекция гриппозного типа, сейчас очень большая проблема была, все болели, всем было плохо, все приезжали, и в целом страховка, конечно, срабатывает на такие. Советую, допустим, русскоязычным зрителям. Обращайтесь в грамотные клиники, к грамотным специалистам, грамотным переводчикам, медицинским переводчикам. Проверяйте лицензию, проверяйте отзывы. Ваш номер телефона оставим. Мы оставим под роликом ваш номер телефона. Кем чаще всего обращаются, допустим, из вашей практики?
Чаще всего это вирусные все-таки заболевания, простудного типа заболевания, беременность, я думаю. Роды тоже принимают в этой клинике, да? То есть полностью ведут... Клиника оснащена всем необходимым. Наши клиники проводятся как операции, так и роды естественного типа. Ага. Интересно, а сколько стоят роды в Турции? Вот я как-то... Сложно сейчас отвечать на этот вопрос, потому что это видео посмотрят и позже. Стоимость медицинской услуги в год меняется 3 раза в Турции. Ну, естественно, то есть все цены в лирах, в зависимости от того, когда вы смотритесь, нужно ориентироваться на курс евро и инфляция, они меняются. Все зависит от врача, родоразрешения, беременности, какие-то патологии, возможно, они есть, это все учитывается, безусловно. И если вы наблюдаете у одного врача, это будет одна стоимость за роды. Если вы планируете только родить у этого врача, это, конечно, будет другая стоимость. Все особенности надо индивидуально обсуждать. Все обследования, все можно здесь на месте, да, и анализ крови, и УЗИ различные, то есть все есть здесь. Абсолютно верно. А вот такой вопрос. Мы ездили в клинику для иностранцев и бесплатно сдавали анализ крови, но как бы там посмотрели и просто сказали, ну, то есть там нет специализированного врача, нужно дальше уже с этим анализом. Если мы сюда обратимся, то сколько будет стоить консультация? Допустим, я пришла уже со своим анализом крови сюда к терапевту, чтобы он сказал, что мне делать дальше. На сегодняшний день это 3360 лир. Стоимость консультации врача-терапевта. Не забываем, что, конечно, в бесплатных поликлиниках, которые нынче принимают иностранцев отдельного типа клиники, там невозможно сделать полностью широкие спектры всех анализов. Да. Конечно, возможно, необходимо будет сделать какие-то дополнительные. Хорошо, а вот у меня такой вопрос чисто личный. Допустим, мы там сдавали бесплатно анализ крови, общий, глубокий такой. И, допустим, здесь, ну, в системе будет эти анализы? Да, Янабис, если у вас есть Янабис. Да, Янабис есть. Да, это очень удобная электронная система совершенно. Вне зависимости от того, делали вы диагностику самостоятельно или же по направлению назначению врача, вся диагностика, анализы, вся отправляется в систему Янабис. Спасибо огромное, вы нам очень помогли. И прям на деле, так мы просто Анастасия подошла, взяла нас в оборот, здесь. Молодец. Взяла нас в оборот. Здорово. А это вообще государственная клиника или частная? Это частная клиника. Это частная клиника и такой уровень цен. На секундочку, мы до этого спрашивали, в Medical Park консультация у врача стоит 9000 лир, потом в другой больнице консультация у врача стоила, сколько нам сказали, ну, выше, дороже, значительно дороже. И УЗИ в медикопарке, наш вид, нам сказали, стоит 6500 лир, а здесь мы заплатили просто для сравнения, неважно какой УЗИ, 1920 лир. Ну, то есть разница существенная. Да. Скажите, Анастасия, а вы всегда здесь? То есть можно подойти в любое время в эту клинику? Я лично работаю в этой клинике, в клинике Инишихир Хастанеси, с 9 до 12 часов ежедневно, кроме воскресенья. После обеда я оказываю медицинские переводы частным, индивидуальным образом, в том числе роды, в том числе операции, различные диагностики. Кроме меня в нашей клинике есть второй переводчик, моя коллега, с часу до 5 вечера. Она сможет вам помочь. Ага, то есть, в принципе, в любое время здесь находится русскоязычный переводчик, да? Скажите, а переводчик английский, немецкий язык тоже есть в этой клинике? Здесь нет. Здесь нет. Здесь только русскоязычный переводчик? Да. Есть персонал, который знает английский язык. Они смогут помочь. И английский, да. Но это не отдельный переводчик, это среди персонала, секретарей, врачей. Практически все врачи свободно владеют английским языком. Хорошо, спасибо большое. Ну и вот сейчас Ваня сходил на процедуру, и вы все там переводили, что говорил врач, да, на УЗИ, когда Ваня. Да. То есть вы приходите, и когда мы приходим, вы сопровождаете и объясняете, переводите полностью. Хорошо, спасибо огромное. Мы очень рады, что... Да. Подожди, я хотел сказать о средиземноморской идее. Смотри, делал УЗИ, ну, сосудов, все нормально, все
Еда отличная, турецкая. То есть нету холестерина, все хорошо. Все прошло. А раньше, когда мы приехали в Турцию, у тебя был повышенный холестерин, а сейчас снизился, да. Замечательно, да? Спасибо. Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Божья коровка, улети на небка. Форум и вот она поликлиника. А вот Д4. И вот Д4. Очень легко найти. Да, ну все знают форум, поэтому сюда добраться очень легко и просто. Посмотрите, какая красота! Нарциссы, гиацинты. А запах нереальный. Лилия. Yok 50 değil 100 o. Bu 50. Bak. Küçük 50. Küçük. Ага. О, есть. Какой хочешь? Нарциссы у нас были, а гиацинтов у нас еще не было. Да, Красота? да. Знаете, пахнет получше, чем написано. Вот видите, что значит грамотный маркетинг? Прямо возле клиники, да? Цветы возле форума. Здорово. Пахнут нереально. Приятно. Здесь, напротив форума, кстати, сколько я сюда езжу, я даже не знала. Значит, называется Мола Эви, то есть это, Мола это перемена в переводе с турецкого, Эви дом, как бы дом отдыха, да, так, чтобы по-русски звучало. И вот здесь вот маленькая терраска, да, это где, вы представляете, мы сейчас взяли чай по 10. 2 чая, 10 лир. чай 5 лир, чай сейчас. О пользе жизни на Средиземном море. И особенно После всех исследований, представляете, из-за того, что здесь, когда живешь здесь, питаешься этими продуктами, это называется как бы средиземноморская диета, общими словами. На самом деле мы просто едим эти продукты, много фруктов, овощей, оливковое масло. И ты просто, живя здесь, дыша этим воздухом, и когда питаешься этими правильными продуктами прямо с грядки, из садов, само собой улучшается твое здоровье. И многие, в принципе, приезжают сюда именно для того, чтобы поправить свое здоровье.